Всем здрасте, сегодня будем создавать Skybox HDR текстуру для нашего любимого движка Source Engine. Итак, для этого нам понадобится следующее. Сама HDR карта, то есть просто текстура Skybox. В моем случае это 360 изображение панорама, которая у нас имеет глубину цвета 32 бита и формата HDR. То есть вот, если мы посмотрим, вот, то есть это реальная HDR карта. Разрешение текстуры у нас составляет 1024 на 1048, ну то есть вот, ширина 1048 на 1024 высота. Если текстуру разбить по итогу на кубы, чем мы будем заниматься по итогу, размер вот такой одной стороны у нас будет 512 пикселей. Хорошо, с этим в принципе понятно. Программа Blender, где мы будем осуществлять определенный рендер, HDR Shop, Rename и SkyPaint Panorama Editor. HDR Shop это у нас текстура это у нас программа для работы с текстурами многобитными, HDR контент условно. В общем, здесь мы будем переводить текстуру в нужный нам формат. Это единственное, что от программы по сути требуется. Renamer это программа для условного и пакетного переименовывания файлов. В принципе, тоже будем ее пользоваться. И SkyPaint Panorama Editor. Тут мы просто уже будем нарезать нашу текстуру необходимые фрагменты, сегменты. Вот. И в принципе вам понадобится еще Notepad++ или любой удобный вам текстовый редактор. Вот, это все, что нам понадобится на данный момент. Итак, первое дело, что мы делаем. Открываем наше изображение HDR контент. И необходимо его перевести изначально в необходимый нам для работы в дальнейшем формат. Формат, чтобы работать с изображением в SkyPaint Panorama Editor. Переводим наше изображение в 8-битное, как я показал только что. Есть что вот. RGB 8 бит. У нас, конечно, тут немножко изменится вид, но мы выставляем способ на экспозиция гамма. Значение у нас стоят по умолчанию, то есть 0 экспозиция, гамма единица. Если что-то вас не устраивает, можете подкорректировать, но я не советую. Изображение у нас выглядит, в принципе, точно так же, как и выглядело в 32 бита. Но разве что у нас, понятно, глубина цвета поплыла. Вот так это выглядит. Не очень, да. Ну, ладно. Изображение сохраняем теперь в формате. Сохраняем в формате bitmap, то есть BMP. В этой же папке. Сохранить. Формат сжатия Windows. Глубина 24 бита. Это лучше, что тут может, в принципе, быть. Окей. Вот наша текстура появилась в этой же папке. Папка у нас, кстати, находится, внимание, по пути. Material RC, Skybox. И вот наше название Skybox. Если у вас нет папки под названием Material RC, можете создать ее вручную. Вот Materials есть, а есть Materials Source, наверное, называют так. Создаем текстуру, папку, удобная вам папка. По итогу у вас из этой папки текстуры будут называться, будут находиться по пути Skybox, TestSky. И файлы, которые тут находятся, которые будут переведены по итогу, они будут находиться в папке просто Materials, Skybox, TestSky. То есть важно сохранять папку в данной директории Material SRC. Вот. Если ее нет, можете притащить все эти файлы, куда нам надо. Это что ярлыки, они вам не очень нужны. Итак, откроем теперь программу SkyPaint Panorama Editor. Открыли. Такой у нас вид появляется. Нужно открыть наше изображение. Ctrl-Open и выбираем наше изображение. Выбираем вот здесь пресеты Live Picture, Sphere, Cylinder, BMP. То есть вот наше изображение. Видите, оно открывается у нас корректно. То есть вот такое изображение. Такая панорама. Внизу у нас, ну, как видите, вот диск такой. Но вниз у нас смотреть не будет возможности. В любом случае. Немножко пересвечено, но это, в принципе, не сильно критично. Что мы делаем сейчас? Сохраняем наше изображение, нарезаем его. То есть файл, Save As. Выбираем тут формат. Тут выбираем путь нашей этой папки, TestSky. Выбираем здесь Quake 2 Targa. И на имя файла. Для того, чтобы сильно не возиться с названиями файлов,
потом, и чтобы вам было проще работать, я переименую файл просто для себя. QQ назову его. Потом вот это QQ заглавными буквами мы заменим при помощи rename, удобный нам название файла. Нижнее подчеркивание. Я так просто использую. В дальнейшем будет... давайте, в принципе, сохраняем. И вот что у нас получается. Создалось 6 файлов. QQ, нижнее подчеркивание, BK, DN, FT, LF, RT, up. Типа back, down, front, left, right и up. То есть все эти текстуры у нас, они получились кубы. Откроем текстуру в нашем формате Terga. Как видим, размер у нас 512 пикселей. Ну, текстура как текстура, в принципе. Хорошо. Что нам необходимо сделать? Теперь необходимо эту текстуру, вот эти вот текстуры, сохранить в определенном формате уже при помощи программы HDR Shop. Открываем программу HDR Shop. Итак, файл, Open, и открываем все вот эти наши 4 текстуры. 6 текстур. Открыть. Это у нас Terga файл, у нас вылезет это окошко, где мы можем редактировать гамму, вот она на заднем изображении. Но гамму мы не трогаем, выставляем как обычно 2.2 гамму. Окей. Ну, то есть apply all. Теперь текстуру необходимо сохранить в нужном формате. Выбираем окно с текстурой. В моем случае это QQ Up. Файл, Save As. Здесь выбираем из папки High Dynamic Range вариант Portable Float Map или .pfm файл. В эту же папку сохраняем нашу текстуру. После нижнего подчеркивания и перед названием стороны текстуры сохраняем префикс HDR. Он по итогу очень пригодится. Получается QQ, нижнее подчеркивание, HDR Up. Сохранить. Закрываем. Вот появляется наша текстура формата PFM. Далее делаем так со всеми файлами. Вот наши текстуры сохранились. В принципе, программу можно закрыть, да. И вот наши текстуры появляются. И эти текстуры можно открыть в формате PFM с помощью Photoshop. Она показывает, что шрифт файл, ну ничего. Да, текстура будет перевернута, но это вообще не страшно. Это не баг, а фича. Вот. Формат, кстати, текстуры у нас 32 бита. Она самостоятельно увеличила битность текстуры. Но это все равно, по сути, 8 бит, просто в другом формате. Что мы по итогу исправим? Почему я собираюсь это исправить? Есть у нас текстура вот такого рода. Например, делать текстуру Apps. Откроем. Два файла. Оригинальный, HDR-карту и PFM файл. Если мы посмотрим, у нас HDR-текстура вот так работает с экспозицией. То есть, уменьшая экспозицию, у нас проявляются самые яркие участки. То есть солнце, но самый яркий участок. И это корректное отображение вашего изображения. Та же сторона в PFM файле, которая преобразовался с 8 бит обратно в 32 бита, но с потерей понятной информации, у нас будет выглядеть таким образом. То есть это, по сути, и фигня. Это фигня, она не работает таким образом. Это можно исправить довольно легко. Ну как легко? Немножко сложно, наверное, будет, но я вам покажу, как это сделать. Так, для этого нам понадобится программа. Любая, где работает в 3D, можно и производить рендеры. В моем случае это Blender. Открываем Blender. И сейчас будет именно что урок по Blender. Особо нет разницы, какую использовать версию. Но у меня вот новая, видимо, стоит 5.1.2. Итак, что необходимо сделать? Удаляем стандартный куб. Создаем Ctrl-Shift, создаем объект камера. Ну или вот Object, ADD и камера. Создался у нас объект камеры. Нажимаем кнопку N, Item, и здесь мы, ну или здесь, кстати, можно, сбрасываем поворот камеры. У нас камера сбросилась, а теперь выставляем, нажимаем кнопку R, поворачиваем вот таким образом, либо зажимаем X и вписываем 90, либо вот здесь вручную вписываем 90 градусов. Текстура у нас такая камера получается. С помощью нее будем отрендеривать некоторые изображения, которые у нас по итогу создаются здесь. Что делаем теперь? Необходимо
загрузить в сцену этого blend файла нашу HDR текстуру или XR текстуру и XR. Ну или, в принципе, многобитную текстуру. Каким образом это надо сделать? Переходим в настройки сцены, вот это меню у вас. Кстати, у вас немножко по-другому все это выглядит, я могу понять. Я потому что сюда перенастраивал окна, но, в принципе, это находится у нас в параметрах мира. Вот, в параметре мира, world. И у нас имеется вкладка Surface. Background shader. Вот. Необходимо загрузить сюда текстуру нашу. Пока у нас тут что-то свое действует. И вот если мы перейдем в рендер, у нас вот такая текстура. Но это не то, что нам надо совершенно. Нажимаем на красный, на желтый кружок Color. У нас открылось у нас такое окошко с выбором того, что, в общем, предлагает нам выбрать текстуру, формат текстуры. Загружаем Environment Texture. Не Image Texture, а именно Environment Texture. Розовый стал, потому что текстуры у нас нету. Далее нажимаем, можем загрузить вот сюда, либо загружаем в Blender, я просто нажимаю Open, открываем нашу текстуру формата HDR. Копирую путь, вставляю сюда. Вот наша HDR текстура, Open Image. И вот она у нас загрузилась. Без размытия, в оригинальном качестве у нас, по сути, текстура открылась. И теперь необходимо настроить камеру, чтобы отрендерить всю сцену, включая Skybox, как Skybox, сцену, ее бэкграунд. Выбираем камеру, нажимаем N. Нет, не N, как раз таки. То есть все время, вот, выбрали. И у нас есть камера здесь. Это настройки самой камеры. Что мы делаем? Те перспективы выбираем. Потому что с другим у вас будет возникать проблема. Значит, тип перспектива. Переводим миллиметры в градусы, по сути. Выставляем здесь градус в 90. Есть. Clip Start, Clip End можем не трогать. Отключаем Deep of Field, и прочие настройки камеры. Оно мне надо. То есть вот такая у нас камера практически готова. Далее переходим в настройки рендера. Находятся они здесь, Output. Здесь мы задаем размеры текстуры. Текстура у нас размера, как вы помните, 512 на 512. Проценты выставляем 100%. Далее Output. Если нет, открываем. Output пока не трогаем. Именно что путь. Media Type Image. Формат файл. Здесь выставляем файл формата. Нам необходим файл формата. Пам-пам-пам. Сейчас мы найдем. Radiance HDR. То же самое. Теперь наша текстура отрендерится в формате HDR. Хорошо, что мы теперь делаем? Берем и рендерим. Чтобы у вас рендер был адекватный, кстати, переходим в настройки программы. И это System. В преференсах настроек нужно выбрать нашу видеокарту, если у нас есть, либо процессор, если вы рендерите на процессоре. У меня вот моя видеокарта на CUDA ядрах. Далее настройки рендера. Вставляем здесь Cycles Render, Device, GPU. Что мы теперь делаем? Рендерим эту камеру. Рендер. И по сути нажимаем Render Image F12. Все, она очень быстро отрендерилась. Вот такая у нас текстура. Мы, по сути, одну сторону сделали. Итак, что это за сторона? Можете не запоминать числа, которые я вам ввожу. Открываете папку и смотрите. У вас вот тарго файлы есть. Если не можете их так превью посмотреть, открывайте их в Photoshop и смотрите, что это за файлы. То есть давайте посмотрим, что это у нас потенциально за файл. Я понимаю, что это, скорее всего, LFET текстура. Вот видим, эта текстура идентична этой текстуре. Практически полностью. То есть полностью соответствует. И все, значит, сохраняем нашу текстуру по этой же пути. И называем нашу текстуру как LF. Просто большими буквами я это называю. И тут проверяем на всякий случай, что Image, HDR, Save текстура. Как видим, у нас немножко, она именно на превью здесь, она немножко сюда потеряла. Но если мы откроем это изображение и в экспозициях подергаем ее, это у нас все-таки будет HDR текстура.
ну, реальная HDR-текстура, которая отрендерилась от реального HDR-контента. Зачем мы все это сейчас дело производим? Что мы хотим заменить вот эти PMF-файлы с сжатыми данными на настоящие LF данные, LF-файлы. Можете, конечно, вручную сделать и без рендера в PMF-файле, но лично я предпочитаю именно вот так делать. Сначала PMF, потом смотреть PMF и заменять вот эти файлы, содержимое этих файлов на вот это вот содержимое. Хорошо, что мы теперь делаем? Текстура сохранена у нас. Проворачиваем камеру на необходимый нам градус. Например, R, Z, вокруг оси Z поворачиваться будет. Ввожу 90. Вот повернулся у нас на 90 градусов камера. Вот в эту сторону теперь нас смотрит. Провожу то же самое. Render Image. Вот наша текстура. Сохраняю как? Потому что можно заменить файлы, осторожно. На что текстура похожа? Скорее всего, на фронт текстуру. Либо на back. Ну, скорее всего, это фронт как раз таки. Давайте посмотрим. Да, это фронт текстура у нас. Image, Save As. И сохраняем как FT. Проводим аналогичные действия со всеми текстурами. Все. То есть наши изображения все отрендерились как надо. Вот, например, давайте, аpp-текстура, где у нас солнце именно что видно. Посмотрим, реально ли это у нас прям 32 бита. Да, как видим, 32 бита. Настоящие. Что мы теперь делаем? Берем, откроем наши файлы формата PFM в Photoshop и берем, заменяем текстуры. Да, они у нас повернуты, но это сейчас мы исправим. Текстура Up. Переносим ее. Ну, это у нас текстура Up. Перенесли. Как ее повернуть? Изображение повернуть у нас не выйдет. Так что мы делаем? В формате пока мы берем, трансформируем нашу текстуру. Зажатым Ctrl, зажатым Shift сжимаем нашу текстуру. И она вот таким образом инвертируется. Вот. То есть вот так подгоняем ее с привязкой. Если у нас есть привязка, вот прилипает у меня к размерам. Я так в общем, подгоняем под размеры. Как видим, у нас текстура та же самая. Еще раз можем проверить. Экспозиция. Уменьшаю экспозицию. Вот. Как видите, настоящая у нас текстура. Ctrl-E, объединяем слой, сохраняем файл. Вот. То есть все, наши текстуры сохранены. И теперь у нас PMF файлы в адекватном состоянии. Они у нас не сжаты. Можно было бы сразу в Skype Paint Panorama Editor бы это сделать, но у нас не позволяет программа многобитные изображения сохранять, к сожалению. То есть вот у нас теперь готовы следующие файлы. QQ, нижнее подчеркивание, FT, Targa файл, и QQ, нижнее подчеркивание, HDR, ну и сторона формата PFM. То есть смотрите, что мы делаем. Обычные текстуры Targa файлы, они у нас будут не сжаты, то есть LDR изображения, а вот эти HDR текстуры, они у нас будут... То есть это у нас LDR составляющая, это у нас HDR составляющая. Вам обязательно иметь LDR и HDR, если мы создаем HDR текстуру. Вот. Что мы теперь делаем? Нам необходимо создать определенный текстовый файл. Во-первых, я открою путь до нашего... Извиняюсь, не туда. Открываем путь до папки Materials, Skybox. И создаем здесь файл, ну, TestSky. Так у нас называется. Файл тест. Ну вот, да, у меня тут уже есть. Папка пустая пока что, туда мы будем сохранять все эти файлы. Что мы теперь делаем? Создаем файл конфигурации, компиляции текстуры. Как это делается? Ну, легко, на самом деле. Во-первых, создаем, давайте, текстуру для LDR. LDR текстуру создаем файлы. Текстовый файл, QQ, ну, сначала назовем SBK. Открываем наш файл. Пишем сюда, у меня заготовленная текстура есть, я туда скопирую конфигурацию файлов. Ну вот, отсюда возьмем вот этот файл
закрыть. И LDR файл. Нужно скопировать вот этот файл. У нас должны быть вот такие параметры компиляции. Наши текстуры в VTF. Node Nice, Skybox, Clamp S, Clamp T. Да. В общем, Skybox текстура определяется, то, что отсутствует какая-то фильтрация в этой текстуры. Ну и ограничим ее повторение, в общем, чтобы у нас не было повторения текстуры на краях Skybox, это некрасиво смотрится. В общем, такие настройки. Сохраняем. И то же самое теперь сделаем для всех наших файлов формата для остальных наших таргет-текстур. 1, 2, 3, 4, 5. Ставил просто я. Значит, у нас была текстура back. Создаем текстуру front. Нет текстуры left. Right. Up. И да, текстура. Такая получилась вещь. В общем, теперь можно текстуру уже скомпилировать. Вот это все текстовые файлы. Компилировать мы будем текстуры при помощи не VTF эдита, а при помощи специальной утилиты, которая есть в папке bin, как раз таки нашего SDK. Называется утилита vtext.exe. Туда мы переносим наши либо тарга, либо TXT файл, ну там что-то уже подтягивается самостоятельно, и она переводит это все в формат VTF. Почему именно вот таким образом? Потому что переводить так текстуры нам необходимо, потому что только vtext.exe поддерживает перевод файла формата PFM. Оно только с PMF файлами работает, не с какими другими, HDR, XR, только PMF и тарга, как правило. Это единственное, на что она реагирует. Так что мы будем использовать ее. Что теперь делаем? Чтобы нам не перетащить туда-сюда окна, этот exe файл, берем его, копируем и вставляем сюда как ярлык. Вот наш ярлык. Что мы теперь делаем? Перетаскиваем либо текст, либо текст тарга файл. Ну, я перенесу txt, вот, qk back. Перетаскиваем его. И вот, как видим, она у нас успешно создала VTF файл. По этому же пути, что у нас находится текстура. Она только так работает. Если у нас текстура не будет находиться в папке материал RC, она у нас не переведет текстуру. Вот у нас создался VTF файл. Наши текстуры. И как видим, у нас уже стоит тут Clamp S, Clamp T. Как видим. Все. Замечательно у нас. Альфа-канала нету. Ну и все. В общем, текстура переведена. Ура. И теперь можем все эти файлы закинуть уже. И они у нас сразу переведутся. Все. То есть successful. Создались у нас здесь 6 файлов. Как видите. Пока, да, они называются QQ. Но, в принципе, ладно. Я переименуем еще. Создаем тот же самый файл для PFM файлов. Как это сделать? Копируем наш back. Меня тут, конечно, просто на HDR уже. И сохраняем. Короче, тоже точно такое же название, как у нас и файл называется. Тут мы вписываем теперь еще два параметра. Это PFM1 и PMF-Scale1. PMF-Scale1 может не указывать, но пускай будет. PFM, оно говорит, что это файл все-таки формата PFM. Окей. Если файл теперь этот перевести, вот, у нас, конечно, появились некоторые другие командные строчки, но ничего. Не суть важна. Остался у нас файл формата VTF. То у нас, конечно, немножко поплыло название, тут написано HDR, но мы его потом уберем, оно просто не очень смотрится. Видите, вот наша текстура, и она у нас не имеет... Она, да, она сжата, как видите, но это везде сжатая текстура так работает, ничего страшного. И у нас имеется здесь альфа-канал. Ну, в принципе, окей. У вас текстура должна быть 8-битная с альфа-каналом, и вот такой вид она должна у вас иметь. То есть у меня вот так это отображается. Поворачиваем тот же самый трюк
для других файлов. Мы не можем, кстати, просто взять, закинуть сюда файл, потому что у нас, вот, видите, пишет то, что не определено. А, да, вот можно еще по Photoshop файлы закидывать сюда, что тоже удобно. Текстура у вас не переведена, так что придется все-таки задавать для нее текстовый файл. То есть копируем. 1, 2, 3, 4, 5. Then. Все, как видите, у нас создались некоторые файлы здесь. Давайте по типу отсортируем. Вот, 6 файлов. Ну да, чуть немножко название как раз таки бэка убираем. HDR back, HDR down, left, front, left, right, up. То есть 6 файлов создалось. Чудно. Перетаскиваем их, опять же, в VTF. Короче, на ярлык программки наши. Ура! Файлы даже создались здесь. Видимо, они у нас... Вот. Корректное отображение файлов. Итак, ну теперь единственное, что надо сделать, перевести нашу текстуру. Создать для них VMT файл. Для каждой, собственно, текстуры. Ну, не прям для каждой. Для нашего HDR Skybox. Итак, что я теперь сначала сделаю я? Уже воспользуюсь программой Renamер. То есть открываем ее. Это мы, в принципе, убираем. Вот у нас появляется чистая программка. Что необходимо сделать сначала? Убрать вот эту .hdr приписку. Она нам не нужна. Выделяем все эти файлы, где надо переименовать. Вставляем сюда. Далее добавить. Продублям правила, как их переименовывать. Заменить. Можно выделить файл. Один из. И заменить. У нас он открылся. Вообще можно убрать. Вот. Убираем .hdr. Просто .hdr убираем. А видите, файлы переименовались. Теперь у нас прошлый HDR сторона .vtf. Переименовываем. Наши текстуры переименовались. Я сюда это пока удалю. Это удалю тоже. Итак, что делаем теперь? Далее. Необходимо сделать вот что. Создать для этих файлов VMT файл нашей текстуры. Файл VMT. Как создается? Пишем здесь QQ, нижнее подчеркивание, HDR, ну в моем случае back, начну с него, .vmt. Не тот формат. VMT. Угу. Открываем его и пишем сюда наш файл материал. Shader Sky, кавычки. Пишем следующее. Доллар знак. Base texture. Будет наша текстура. Находится наша текстура по пути. Ну, здесь написано. Skybox. Тест Sky. И название нашего VTF файла. Ну, у нас называется у нас... Пока также пишем Q... Ну, пишем то же самое. Для Base Texture мы используем наше LDR изображение. То есть просто BK. То есть вот такую текстуру. И теперь пишем следующее. Теперь необходимо указать нашу HDR карту. Как это пишется? HDR Compressed Texture. Ну, тут, конечно, без пробелов, просто чтобы наглядно было. То есть HDR с компрессированной текстурой. Да, она у нас компрессированная, но вы это не заметите. Я вас уверяю. Какая она там сжатая, не сжатая. Указываем тот же самый путь, в принципе, но заменяем на... Добавляем, короче, HDR. Ну или и ставим далее флаги. Ignore Z. То есть у нас текстура просто будет качественно работать. Но на нее не будет воздействоваться туман. Ну, это понятно. Правильно. Все, по сути, наш VMT файл готов. Теперь надо его, скажем так, продублировать еще раз. 1, 2, 3, 4, 5.
И переименовываем. Сохранились. Теперь чуть-чуть надо подредактировать эти файлы. И переименовываем. Значит, у нас это RT файл. Также переименовываем здесь RT. Все, и осталось теперь самое, пожалуй, простое. Это переименовать нашу текстуру. Как мы делаем это? Выделяем теперь... Вообще все эти файлы надо сохранить сначала. И их закрыть. Все, теперь все эти файлы перетаскиваем в программу Renamer. И создаем здесь удобное нам название. Наконец-то. Пишем. Вообще выделим какой-нибудь файл. Заменить. Этот QQ нижнее подчеркивание мы заменяем на, например, Clear Sky 01, если у вас есть такой, например. Добавляем, заменяем. Все текстурно заменились теперь на нужное название. Что было HDR, то остался HDR. Что формат остался тот же, то и осталось. Ну и стороны тоже правильно указаны. Все. Переименовываем. Все текстуры переименовались. Теперь то же самое делаем с нашими VMT файлами. Тут то же самое практически. Открываем их, Ctrl-F, замена, QQ нижнее подчеркивание. Заменяем на то же самое название, что у нас здесь. Заменяем во всех открытых документах. Либо вручную проходитесь. Вот. Ну, все у нас, по сути, готово. Все у нас корректно работает. Почему я указал вот этот файл QQ? Потому что у нас ничего другого в этих файлах, которые в процессе работы, не может называться QQ нижнее подчеркивание. Можете указать здесь, например, XSX, там, тест. Ну, в принципе, уникальные символы какие-то можете указать. Ну, и вот так я сделал просто QQ. Все, что теперь делаем? Все, мы все сделали. Откроем наш Hammer Editor и смотрим нашу HDR текстуру. Это единственное, что теперь на нас требуется. Это лицезреть нашу текстуру. У нас тут уже есть тестовые, где я работал. Пишем Map Properties. Тут я укажу нашу текстуру. Тест. Sky. Нижняя слэш. И укажу здесь. В принципе, практически то же самое название файла. Но... да, но не указываю сторону. То есть BK, AP, вот эти две последние указываем. То есть Clear Sky 01 HDR. Окей. Все, наша текстура применилась. Компилируем ее. Карту. Для просмотра. И запускаю игру. Вот Run Map Engine. Все, запускаем. Как результат у нас появится текстура. HDR текстура наша. Вот она у нас корректно работает. А здесь у нас небольшой артефакт появился из-за того, что, скорее уже на моей... Это, скорее всего, моя проблема какая-то. То, что я, наверное, что-то применил не то. Все. То есть я сейчас перезагружу, по сути. Ну, как раз здесь. Materials. Да, все. Фух, я думал, урок проебался. Ну ничего, вот, короче, у нас текстура готова. И она текстура HDR формата все-таки. С корректным отображением цветов. У нас не то же самое белое отражает весь свет, а именно что настоящий свет у нас работает. Короче, вот такой урок. Надеюсь, он полезным для вас оказался. Ничего не буду желать. Урок сделан на халяву. Лайки, не лайки, это ваше дело. Ну, в принципе, вот. Спасибо за просмотр.